Привет, ARMY. В сверкающем мире южнокорейской индустрии развлечений, мире, определяемом вспышками камер, ослепительными прожекторами и графиками, которые редко оставляют место для отдыха, настоящая дружба часто становится одним из самых редких сокровищ. Слава приходит быстро, ожидания бесконечно растут, а личное пространство постепенно исчезает. В среде, где все движется быстро и давление никогда по-настоящему не исчезает, отношения постоянно подвергаются испытаниям. Некоторые угасают со временем, некоторые меняются под пристальным вниманием общественности, и лишь очень немногие остаются искренними. Среди множества отношений, сформировавшихся в этой требовательной индустрии, есть одна связь, которая с самого начала казалась подлинной, теплой и далекой от искусственности. Дружба, которая никогда не зависела от заголовков, никогда не нуждалась в постоянном публичном подтверждении и никогда не казалась показной. Эта дружба принадлежит Ким Тэ-хёну из BTS и актеру Пак Хён-сику. Их история – это не просто история двух известных знаменитостей, которых иногда видят вместе. Это история о двух людях, которые нашли утешение друг в друге, росли бок о бок и поддерживали друг друга в моменты давления, неопределенности и личностного роста. Более того, это история о верности, тихой храбрости и товариществе, особенно в один из самых сложных периодов их жизни – военную службу в подразделениях специального назначения. Для поклонников К-поп и корейских дорам имена Ким Тэ-хёна и Пак Хён-сика уже хорошо знакомы. Ким Тэ-хён известен во всем мире как участник BTS, восхищающий своей артистичной душой, неповторимым обаянием и эмоциональной глубиной. Пак Хён-сик, с другой стороны, уважаем как актер, чья теплота, дисциплина и искренность проявляются как на экране, так и за его пределами. Однако за этими публичными образами скрывается нечто гораздо более человечное – дружба, основанная на доверии, а не на славе. Многие не знают, что их близость началась задолго до того, как название Уугр Сквад стало широко известно. В то время не было вирусных видеороликов, подчеркивающих их связь, не было статей, анализирующих их взаимодействие. Это были просто два человека, вращавшиеся в схожих кругах, которые нашли общий язык и чувствовали себя комфортно в присутствии друг друга. Сама группа Уугр Сквад состоит из 5 близких друзей с разным творческим прошлым – Пак Саджун, Чхвеу Шик, Пак Хён-сик, Пик Бой и Ким Тэ-хён. Несмотря на различия в профессии и публичном имидже, их дружба основана на подлинности, а не на статусе. Среди них особенно выделяются отношения между Тэ-хёном и Хён-сиком, во многом благодаря естественной динамике младшего и старшего брата. Их первая встреча произошла благодаря пересекающимся социальным кругам и общим связям в индустрии развлечений. В то время Тэ-хён еще находился на начальном этапе своего стремительного восхождения с BTS. Хотя BTS уже получали признание, их глобальный масштаб еще не был полностью осознан. Тем временем Пак Хён-сик уже зарекомендовал себя как успешный айдол-актер, добившись успеха в актерской профессии благодаря целеустремленности и упорству, перейдя из К-поп в актерскую профессию. Несмотря на разные карьерные пути, они почти сразу нашли общий язык. Их объединяло схожее чувство юмора, взаимная любовь к музыке и вдумчивый взгляд на жизнь. Разговоры шли легко. Не было необходимости впечатлять, не было негласного соперничества. Постепенно, естественно, начала формироваться дружба. Со временем публика начала замечать, что их связь вышла за рамки простого знакомства. Их видели вместе не только на официальных мероприятиях, но и на частных встречах. Их общение казалось непринужденным, свободным и искренним. Между ними чувствовалось комфортное взаимодействие, которое невозможно было навязать. Тэ-хён неоднократно упоминал, что Хён-сик – это тот, кто заставляет его чувствовать себя в безопасности и понятым. Тот, на кого он может положиться в трудные моменты. Тот, кто слушает без осуждения и поддерживает без условий. В свою очередь, Хён-сик часто проявляет свою заботливую сторону по отношению к Тэ-хёну, относясь к нему не как к мировой суперзвезде, а как к младшему брату, заслуживающему заботы и поддержки. Что делает их дружбу особенно значимой, так это их тихая взаимная поддержка. Нет необходимости в грандиозных жестах или драматических заявлениях. Когда Тэ-хён сталкивается с огромным давлением, будучи частью одной из крупнейших групп в мире, Хён-сик просто рядом.
Иногда в разговоре, иногда в юморе, а иногда просто в молчаливом общении. Точно так же Тэхён демонстрирует свою поддержку Хён-сику тонкими, но искренними способами. Он присутствует на важных моментах, подбадривает и без колебаний выражает уважение. Их связь не кричит, но она прочна. Теплота их дружбы видна в мелочах: беззаботный смех во время встреч Суугар Скуат, внимательные выражения лиц, когда один из них говорит, и непринужденные жесты, отражающие подлинную поддержку. Эти моменты никогда не кажутся постановочными. Они кажутся настоящими. И фанаты узнают эту подлинность. Заманчивость возникла сразу. Однако одна из самых глубоких глав в дружбе Тэхёна и Пак Хён-сика развернулась во время важного жизненного решения – обязательной военной службы. В Южной Корее военная служба – это не просто долг. Это период трансформации, который часто меняет мировоззрение, приоритеты и чувство ответственности человека. Для знаменитостей это также означает отказ от славы, комфорта и внимания общественности. И Тэхён, и Хён-сик приняли смелое решение поступить на службу в спецподразделение, путь, который, как известно, требует больших физических и умственных усилий, чем обычная служба. Это решение удивило многих. Тэхён, часто ассоциирующийся с артистизмом и эмоциональной чувствительностью, выбрал путь, требующий дисциплины, выносливости и стойкости. Пак Хён-сик, известный своим мягким и утонченным образом, сделал тот же выбор. Тот факт, что оба выбрали подразделение спецназа, заставил многих поверить, что они укрепили решимость друг друга. Хотя ни один из них прямо не заявлял, что они пошли служить вместе или влияли на решение друг друга, поклонники считают, что наличие близкого друга, идущего по тому же пути, стало для них техой, но сильной поддержкой. Тяжелые тренировки, психологическое давление и разлука с привычной жизнью никогда не бывают легкими. Но знание того, что кто-то, кому ты доверяешь, переживает те же трудности, может принести утешение, которое невозможно выразить словами. Во время службы их общение редко становилось видимым для публики. Не было постоянных обновлений, публичных проявлений близости. И все же именно в это время глубина их связи стала очевиднее. Не было необходимости в публичности. Их дружба не зависела от доказательств. Случайные истории от окружающих, краткие упоминания о тихой поддержке и ненавязчивые подтверждения их благополучия были достаточны, чтобы успокоить поклонников. Молчание не ослабило их связь, оно подчеркнуло ее силу. После завершения военной службы их воссоединение стало одним из самых ожидаемых моментов. Когда Тэхёна и Пак Хён-сика снова увидели вместе, в их поведении произошли заметные изменения. Они выглядели спокойнее, более уравновешенными, более зрелыми. Однако теплота между ними оставалась неизменной. Их улыбки, казалось, рассказывали историю стойкости, общего опыта и роста. Путь, который они прошли не только как личности, но и как друзья. Сегодня дружба между Ким Тэхёном и Пак Хён-сиком часто считается одним из самых прекрасных примеров подлинных отношений в корейской индустрии развлечений. Нет драмы, нет чрезмерного стремления к вниманию. Просто два человека, которые уважают друг друга, поддерживают друг друга и продолжают расти. Они не борются за внимание. Вместо этого они идут бок о бок, позволяя друг другу сиять в свое время и по-своему. Поклонники часто замечают небольшие, но значимые жесты, которые Хён-сик проявляет по отношению к Тэхёну: внимательное слушание, защитная забота в людных местах, тихая поддержка. В ответ Тэхён постоянно выражает восхищение и благодарность Хён-сику, никогда не стесняясь признавать его влияние. В мире, который постоянно требует совершенства, их дружба кажется напоминанием о чем-то действительно важном. Это напоминает нам, что помимо успеха и признания, по-настоящему важно иметь рядом человека, который принимает нас такими, какие мы есть. Тэхён и Пак Хён-сик делятся смехом, воспоминаниями и мужеством. Они сталкивались с трудностями, требующими силы, дисциплины и самопожертвования. И на протяжении всего этого они оставались непоколебимыми в своей поддержке друг друга. Даже сейчас, когда упоминаются их имена вместе, люди улыбаются. В их истории есть теплота. Знакомство, которое успокаивает.
конечном итоге, их дружба доказывает, что за гламуром корейской индустрии развлечений все еще существуют настоящие человеческие связи. Связи, построенные на доверии, уважении и тихом понимании. В заключение, дружба между Ким Тэ-хёном и Пак Хён-сиком ощущается как спокойная пауза в быстро меняющемся мире. От простого смеха с группой Уугр Сквад до смелого решения служить в спецназе и тихих моментов после возвращения к общественной жизни, они показывают нам, что настоящая дружба измеряется не видимостью, а глубиной. И хотя они продолжают идти каждый своим путем, одно остается неизменным – эта прекрасная дружба всегда будет достойна того, чтобы ее помнить сегодня, завтра и долгие годы.